Однажды бродячая собака родила за гаражами 3 здоровых симпатичных щенков. Местные жители подкармливали и мамку, и деток, живые твари все же жалко. Щенятки подросли, встали на лапки, оказались игривыми и добродушными. Двое нашли себе хозяев, а один остался жить в микрорайоне. Эту дружелюбную девочку назвали Забавой, ее знали, очень любили все жители окрестных домов. Постоянно кормили, купали, следили, чтобы собака не болела. Особенность молодой собаки была в том, что она очень любила подбежать к человеку и тереться об него. В ответ ее гладили по загривку и чесали между ушами. Благодаря добрым людям, которые всегда кормили бездомную бродяжку и следили за ней, Забава выглядела почти домашней, была ухожена и здорова. Но не все жильцы любили эту собаку, жил на 2-м этаже дед, который терпеть не мог этих животных. Как только увидит Забаву, тут же на нее замахивается и гонит прочь. Юная бродяжка никак не могла понять его поведение. Завидев старика, она радостно приветствовала его вилянием хвоста. Жители микрорайона понимали, что бродячая собака в любом случае представляет для них опасность, поэтому обезопасили себя тем, что показали Забаву ветврачу. Они скинулись и вакцинировали ее от бешенства, чумки, гепатита и других опасных заболеваний. А когда подросла, то сделали ей стерилизацию. Забава была не против и спокойно все это перенесла, на врача не гавкала, также добродушно виляла хвостом. Для собаки люди делились на 2 категории: свои люди, живущие в многоэтажках, стоящих вокруг двора, и чужие, те, кто шел мимо или заглядывал в гости. К чужим Забава относилась с настороженной недоброжелательностью и порой была права. Чтобы Забава спала не на голой земле, для нее сделали домик, сколотили будку и поставили под деревом. Внутрь постелили разных тряпок для тепла, и собака жила там несколько лет. Однажды жители стали замечать странности в ее поведении. Например, раньше ей кидали еду, она ловко ловила ее, а тут перестала. Прямо к носу поднесут, съедает с удовольствием, но не ловит. Или мячик в нее летит, раньше всегда отобьет, а теперь стала пропускать. Или идет куда и вдруг ударяется об стенку. Все это было странно, требовалось свозить собаку к ветеринару. Но уехал парень, который этим занимался, а остальным совсем не хотелось этого делать. Через некоторое время глаза собаки затянуло пленкой. Жители всполошились, кто-то все-таки отвез ее в ветклинику, однако опоздал. Врачи сказали, что Забава окончательно ослепла и восстановить зрение не получится. Новость была не из приятных, о ней быстро все узнали. Все жалели бедную собаку, но никто не знал, что можно сделать, решения у проблемы не было никакого. Забава опасалась лишний раз пробежаться вокруг домов и в основном находилась около своего домика. Как-то попыталась пройти по двору и чуть не попала под автомобиль, водитель сдавал назад и не заметил собаку. После этого Забава никуда не ходила, предпочитая находиться возле будки. Местные не давали больной пропасть с голоду, постоянно таскали что-то поесть и наливали в чашку воду. Но из-за того, что Забава мало двигалась, аппетита у нее не было, она почти ничего не ела. Все дружно решили, что она скоро умрет, поэтому пусть хоть перед смертью хорошо питается, и стали кормить не кашей, а мясом. Однажды ранним утром приехал грузовик и привез вещи, вероятно, кто-то купил квартиру да приехал в нее заселяться. Следом за грузовиком заехала легковушка, из нее вышла троица: молодые мужчина, женщина и пес. Пес понюхал воздух и стал смотреть в сторону будки с Забавой. Та тоже учуяла запах незнакомого животного, но решила никуда не вылезать, а стала рычать. Псу стало любопытно, кто это там так его не любит, и он побежал осматривать будку. Добежал, засунул нос внутрь, рычание стало еще громче и вдруг внезапно стихло. Животные с интересом обнюхивали друг друга, не обращая внимания на окружающие. Мужчина раза 3 кликнул пса, безрезультатно, тот не слышал. Хозяин удивился, подошел к будке. «Грей, иди сюда», — скомандовал он. Пес услышал, оставил Забаву в покое и подошел к хозяину, тот посадил его на поводок и пошагал домой. А Забава жадно втягивала носом воздух и смотрела в том направлении. Потом грузчики перетаскивали с грузовика вещи, а Грея закрыли в ванной, а то попадал под ноги и рычал на незнакомых людей, трогающих вещи хозяина. Когда вещи были перенесены и машина уехала, пес был выпущен на волю. Он с жадностью исследовал квартиру, поучаствовал в распаковке вещей, расшвыривая их по квартире, потом утомился и стал смотреть в окно. На улице одиноко сидела печальная Забава.
Грею стало так ее жалко, что он решил обязательно с ней подружиться. Но для этого нужно было выйти на улицу, а хозяева так устали, что этим вечером полноценной прогулки не получилось. Хозяин Андрей доковылял до магазина, набрал продуктов и тут же развернулся домой. У Грея времени хватило как раз только, чтобы сделать то, для чего его выводят на улицу. Пес видел, как собака принюхивается, но куда он побежит? Хозяин недоволен будет, а ссориться с ним в планы пса не входило. Зато утром, готовый ко всему, Грей разбудил хозяев ни свет ни заря. Пес схватил поводок и крутился вокруг хозяина, мол, пойдем гулять. «Да пойдем уж», — усмехнулся хозяин и начал обуваться. Грея аж подбросило в воздух, настолько он был рад. Вдруг он застыл на месте, будто что-то вспомнилось. Побежал в комнату, выбрал из игрушек резиновый мячик и подошел к двери. «Поиграть хочешь?» — поинтересовался Андрей. «Ну пойдем поиграем», и открыл дверь. Вышли на улицу, но пес стал тянуть хозяина не в скверик, а к будке, где жила Забава. Хозяин не очень-то любил бездомных собак. Большинство из них видели в Грее угрозу и кидались на него, приходилось защищать. Причем не сколько своего питомца, сколько напавших собачек. Кроме того, в этих бродяжках таилось столько паразитов и всяких болячек, Грей мог легко всего этого нахвататься. Поэтому чем дальше от них пес держится, тем лучше. Поэтому Андрей всячески не давал Грею подойти к будке, тянул поводок, кричал на него, приказывал идти в другую сторону, но безрезультатно. Животное всегда было послушным, но в этот раз стало каким-то неуправляемым. Мужчина даже немного испугался. Тем временем Грей дотащил хозяина до будки, бережно положил возле входа мяч, пару раз гавкнул и завилял хвостом. Из недр будки послышалось приглушенное рычание, однако пес не унимался. Он присел, что-то просительно проскулил и вновь изо всех сил заработал хвостом, завилял хвостом. И добился своего, из будки высунулась голова Забавы. Она не спеша вылезла наружу. Пес временами прижимался всем телом к земле, прыгал вверх-вниз и всячески показывал, что готов поиграть. Но Забава никак не откликалась на его призывы. Грей огорчился, опустил голову и вдруг увидел мячик, о котором совсем позабыл. Радостно схватил его и показал собаке. И опять никакой реакции. Забава сидела напротив и вдыхала запахи незнакомца. Еще был запах чужого человека, но от него пахло так же, как и от напрашивающегося в друзья пса. Значит, не угрожающий и безопасный запах. Грей выплюнул мячик прямо к лапам Забавы. Она осторожно наклонилась, понюхала подарок и даже облизала его. Грей был озадачен реакцией новой подруги, она не захотела играть, и все ее поведение было странным. Но Андрей понимал, что происходит, собака не увидела, что ей предложили играть и не могла понять, для чего дали этот странный округлый кусок резины. «Все, Грей, пойдем домой», — опять позвал человек. Пес понуро пошел, он был расстроен и считал, что собака просто не хочет с ним играть. И совсем забыл об оставленном мячике. Забава посидела около будки, слушая, как человек с собакой уходит и недоумевая, почему ее оставили одну. Когда шаги затихли, она отыскала мячик, взяла его в зубы и занесла внутрь. В следующие несколько дней все шло по тому же сценарию. Андрей познакомился с соседями, и они рассказали, что произошло с дворнягой. А потом случилось кое-что, благодаря чему пес наконец-то понял все. Однажды утром он пришел к будке, только та была пустая, Забава была на улице и ела налитый в миску суп. Она лакала, и миска от мощных движений языка отъезжала в сторонку. В конце концов посудина доехала до дерева, рядом с которым находился ее домик. Собака услышала гавканье пса, оторвалась от миски и побежала к Грею, однако дерева она не видела, поэтому врезалась носом в ствол. Отпрянула, лапа попала в миску. Поспешно вытащила, сделала шаг назад и стукнулась об стоящую позади машину. Встала на месте и начала растерянно крутить головой. Понюхала воздух и пошла навстречу Грею. На дороге лежал кирпич, еще пара шагов и больно ушибет лапу. Но Грей быстро сорвался с места, Андрею аж пришлось отпустить поводок, и встал перед препятствием. Забава уткнулась носом в собачью спину. Грей, мягко подталкивая подругу, довел ее до будки, кинулся к дереву, взял миску и поставил перед Забавой. Дворняжка недовольно зарычала, кто-то трогает ее еду. Однако Грею не нужно было чужое угощение, и он отошел в сторону. С тех пор Грей перестал предлагать дворняге поиграть с ним, сообразил, что та слепая.
но интерес к собаке остался. Теперь Андрей перестал возмущаться, что любая прогулка начиналась и заканчивалась посещением будки забавы. Звери крутились возле друг друга, обнюхивались и радостно виляли хвостами. Грей несколько минут уделял подружке внимание, после послушно шел вместе с хозяином домой. Забава же никуда не уходила, садилась возле домика и грустно ожидала следующего появления своего нового друга. «Бедолага», — произнесла на это хозяйка, — «собачка не может с Греем даже никуда сходить. Погляди, как тоскует. Да и неудивительно, целыми днями сидит на одном и том же месте». Андрей задумался над этими словами. Во время очередной прогулки пошел в магазин для животных и вышел оттуда с красивым ошейником и небольшим поводком. Грей удивленно смотрел на хозяина и гадал, для чего ему нужны эти вещи. Вроде бы в доме есть уже и то, и другое. Пес ожидал, что сейчас пойдут гулять, но Андрей повел его домой. Грей расстроился и уныло пошел вслед за хозяином. Он взял направление в сторону подъезда, но Андрей потянул его в сторону будки с забавой. Грей удивленно смотрел, как человек закрепляет на шее дворняги ошейник. Забаве это не нравилось, она дергалась и не могла понять, что будет дальше. Карабин защелкнулся и что-то дернуло собаку за шею. Она испугалась и упала. Грей тут же подбежал, помог ей подняться и легонько подтолкнул к Андрею. Дворняжка осторожно сделала парочку шагов. Грей прижимался к ней сбоку, отчего забаве становилось спокойнее. Через несколько минут троица дошла до сквера. Забаве было приятно и радостно гулять, она полной грудью вдыхала давно забытые ароматы и запахи. Андрей освободил Грея от поводка и замер, глядя на забаву. Пес вырвал из рук хозяина поводок и аккуратно повел подружку. Они дошли до газона, немножко там порезвились, а потом мужчина скомандовал идти домой. Что ж, домой так домой, Грей пес послушный. Но поводок хозяину не отдал, а сам повел забаву. «Отдай поводок», — запротестовал Андрей, но пес как будто не слышал, а бережно довел собаку до самого подъезда. Так хорошо и закончилась эта история. Будка во дворе теперь пустая, там никто не живет. Единственная ценность, находящаяся внутри нее, мячик, который приносил Грей, но и он теперь лежит в коробке с игрушками. А забава живет в небольшой, но дружной семье рядом с надежным другом, заменяющим ей глаза.